Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я на очередной летней прогулке. У нас стоит ужасная жара, поэтому постаралась в первой половине дня выйти, немножко словить солнце и порадоваться лету. Что-то меня здесь кусает. Что же вам сказать? Лето убегает очень быстро, очень стремительно. Хотелось бы, чтобы так быстро протекала зима, но все равно это приятная пора, даже если жара, все равно хочется насладиться этим теплом и забрать его с собой в зимние месяцы. Неизвестно, какая будет зима в этом году, но в предвкушении того, что будет с отоплением, хотелось бы, чтобы случился такой магический, как сказать, фокус, чтобы все это тепло, эту жарищу, которая сейчас стоит на улице, вот так вот взять, как-то закупорить в банку и открыть, как джина выпустить из бутылки зимой, чтобы было тепло, комфортно и недорого. Уже поспевает овес, и уже можно собирать, как он называется, зверобой. У нас его тут при наших таких этих полях, близких полях очень много. Мой муж всегда собирает. Я зверобоем не пользуюсь. Я насушила липу, но надо будет ему сказать, он, наверное, опять захочет насушить зверобоя. Но сегодня я почему-то не взяла с собой никаких кулечков, никаких ножниц, никакого секатора, поэтому собирать сегодня, наверное, все-таки не стану. Нужно его вытащить на прогулку, и пусть тогда собирает. А напишите в комментариях, что собираете летом вы и какие травы заготавливаете, если вообще этим занимаетесь, потому что я много таких вещей не заготавливаю. Один раз я собрала лепестки роз, высушила, и представляете, у меня из этих лепестков роз пошла дома моль, которую я никак не могла из дома, как это сказать, выгнать. У меня никогда дома не было моли, я всегда за этим очень следила. А вот после этих лепестков роз я повесила в таком мешочке проветриванием из такого, из тюля. И потом, когда мы его открыли, оттуда вылетела целая туча моли, и она распространилась по дому. И вот это как сказать, облако мне наделало столько беды, что вы себе представить не можете. Поэтому я сейчас очень боюсь что-либо собирать. Липу с липой не было никаких проблем, а вот другие вещи я как-то побаиваюсь. Поэтому буду очень благодарна за советы опытных собирателей трав и растений. Сегодня насобирала вот такой букетик. Посмотрим, может еще по дороге что-то попадется. Но во всяком случае где-то дома опять будет летний букет, летний аксессуар. И будет приятно сесть за стол, потому что я очень люблю, когда дома присутствуют живые растения и особенно полевые. Какие огромные одуванчики, да еще в июле месяце. Я думала, что все уже исчезли, а нет. И вот еще сегодня испекла творожное печенье. Посмотрите, какое оно красивое. Я не помню, давала ли я на канал этот рецепт. Я посмотрю. Если нет, пишите в комментариях, хотите ли вы рецепт такого печенья, потому что получается оно очень вкусное и очень долго не черствеет, хотя у нас дома не черствеет никакое домашнее печенье, но если вдруг, то его можно кушать очень и очень долго. И не надо здесь яиц, можно даже делать на базе подсолнечного масла, а не маргарина, если кто-то так желает. Очень мало продуктов и получается очень и очень вкусно. Вот из 2 пачек творога по 200 грамм получилась вот такая мисочка печенья. Вареники с вишней и компот из нашей черной смородины. Лежу я на гамаке и слышу звуки. Смотрите, кто надо мной орудует. Вот такая белка.
решила ее вам заснять. У нас здесь орешник, растет куст фундука. И мы всегда думали, почему же у нас нету орехов? Почему же нету? Так даже однажды муж подрезал этот кустик очень сильно, но потому что, говорит, никакого проку нету от него. Посмотрите, кто виновница наших бед. Не хотела ее сгонять, было мне ее жалко, орехов жалко, но и белки тоже жалко, раз она хочет покушать, но пусть уже вдоволь наскачется по этим веткам. Но я такое вижу впервые. Я здесь лежу на гамаке, и она меня прекрасно видит и совершенно не стесняется. Я тихонько взяла телефон и решила вам заснять эту проказницу. Посмотрите, как она энергично ищет орехи зеленые, листья зеленые, как она их видит в этом всем однотонном цвете. Но, как можно уже сориентироваться, она здесь как рыба в воде. Я первый раз вот так вот наблюдаю, как белка просто по веткам летает. Иначе сказать этого нельзя. Скорлупки от орехов просто летели, как град с ясного неба. Вот такая труженица. Теперь все ясно, откуда наши, можно сказать, беды. Скворцы нам выедают всю черешню, а белка все орешки. И что с ней будешь делать? Ну не прогнать же такую красавицу. Ой, кстати, у соседа за сеткой тоже ореховый куст. Но его сорт намного лучше нашего. Так что она выбирает, куда и за какими орешками ей бежать.